Сегодня очередной выпуск самых актуальных и чрезвычайных новостей о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. На этой неделе Организация по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с Никитой Михалковым укрепилась двумя новыми сотрудниками – российским артистом цирка Аскольдом Запашным и российской актрисой Глафирой Тархановой. На этой неделе команда Никиты Михалкова выполнила два важных действия по улучшению социального уровня жизни россиян. Сначала сотрудники антикоррупционного комитета потребовали увеличить социальные пособия для малоимущих и многодетных семей и перечислили для этих целей 23 миллиона рублей. Если требование команды Никиты Михалкова будет утверждено, то уже с 1 августа текущего года данные социальные пособия увеличатся на 17%. Не менее важное предложение от антикоррупционного комитета поступило и по поводу электросамокатов, которыми на данный момент заполонены буквально все города Российской Федерации. В связи с высокой травматичностью данного вида транспорта и особой опасностью для прохожих, сотрудники антикоррупционного комитета во главе с товарищем Белоусовым, Михалковым, Домогаровым и Бастрыкиным требуют, чтобы водители электросамокатов передвигались только по проезжей части. По мнению антикоррупционного комитета, подобные действия обезопасят прохожих людей, в первую очередь пенсионеров, от столкновения с электросамокатчиками. Известная певица 90-х годов Наталья Ветлицкая была задержана на российской таможне при попытке вывести из страны крупную денежную сумму в валюте и другие ценные вещи. На данный момент ведется следствие, как стало известно, крупная денежная сумма, которая находилась у Натальи Ветлицкой, более 1 миллиона евро, не была зарегистрирована. Чрезвычайное событие произошло с бывшим министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. Опальный министр, у которого на данный момент практически вся семья находится под следствием, включая зятя известного блогера и спортсмена Алексея Столярова и дочь Ксению Шойгу, угодил в колоссальный скандал. Министр обороны Сергей Шойгу направился в зону спецоперации, чтобы выступить перед российскими ребятами с прощальной речью и извиниться за свои грубейшие ошибки и просчеты. Однако участники спецоперации, которые серьезно пострадали из-за ошибок Сергея Шойгу, не стали слушать бывшего министра обороны Российской Федерации и в буквальном смысле скинули его с трибуны. От дальнейших трагических событий Сергея Шойгу спасло присутствие полиции, а гнев участников спецоперации вполне объясним, ведь они серьезно пострадали из-за поставки некачественного оборудования в зону спецоперации, которым занимался лично Сергей Шойгу и его семья. К слову сказать, что за последнее время в семье бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу произошло немало трагических событий. Совсем недавно трагически погибли два родных сына Сергея Шойгу: молодой российский певец Даниил Шойгу и известный московский бизнесмен Сергей Шойгу. Оба они находились под следствием и обвинялись в поставке некачественного оборудования и получении крупных денежных взяток. К слову сказать, что сам Сергей Шойгу за последнее время находился под арестом уже неоднократно. На данный момент готовы многочисленные доказательства, чтобы отправить бывшего министра обороны Российской Федерации за тяжкие правонарушения и преступления в следственный изолятор. В колоссальный скандал попал известный российский актер и инагент Артур Смольянинов. В Берлине российский болельщик встретил перед финальным матчем Евро-2024 покинувшего Россию актера и инагента Артура Смольянинова и публично оскорбил его. Российский болельщик пригрозил известному актеру расправой, если тот когда-нибудь вернется на территорию Российской Федерации. Артур Смольянинов в ответ попытался наброситься на обидчика, но был остановлен своими спутниками.
При содействии сотрудников антикоррупционного комитета Никиты Михалкова и министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, генерала-майора Ивана Попова, которого обвиняют по ложному доносу в мошенничестве, удалось перевести из следственного изолятора под домашний арест. Руководство антикоррупционного комитета не теряет надежды, что Ивана Попова удастся оправдать и полностью освободить из-под стражи. К сожалению, очередная трагедия в семье главы антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. Совсем недавно серьезно пострадала дочь Никиты Сергеевича Анна Михалкова, которая в результате нападения до сих пор находится в критическом состоянии в коме. Ну а 2 дня назад произошло нападение на супругу Никиты Михалкова. Жену Никиты Сергеевича, известного российского общественного деятеля Татьяну Евгеньевну Михалкову, накануне нашли в подъезде собственного дома. 67-летняя женщина была без сознания. Ее обнаружили соседи в тяжелом состоянии с серьезной черепно-мозговой травмой. Судя по записям скрытой видеокамеры, нападение на супругу Никиты Михалкова совершил неизвестный молодой человек, который оказался в подъезде дома, где проживает Никита Михалков. Вполне вероятно, что он вошел в сговор с администрацией дома. Член антикоррупционного комитета товарищ Бастрыкин считает, что нападение на супругу Никиты Сергеевича напрямую связано с профессиональной деятельностью ее супруга. На данный момент и дочь, и жена Никиты Сергеевича Михалкова находятся в реанимации. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает криминальную новость из мира российского шоу-бизнеса. В минувшие выходные в торговом центре города Москвы разбойное нападение с целью ограбления произошло на бывшую супругу известного юмориста Евгения Петросяна Елену Степаненко. Елена Григорьевна возвращалась из торгового центра к своей машине с крупными покупками и солидной суммой денег. В этот момент и произошло чрезвычайное событие. 2 неизвестных вырвали сумки с вещами у 71-летней артистки, а также похитили портмоне с деньгами. Общий ущерб от нападения для Елены Степаненко составил 350 тысяч рублей. По горячим следам преступников задержать не удалось. В эти дни на Ваганьковском кладбище столицы проходят дни памяти легендарного советского и российского актера Михаила Пуговкина. Совсем недавно Михаилу Ивановичу мог бы исполниться 101 год. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.